Друзья, приветствую вас! Давайте мы с вами подумаем, посмотрим, как, исходя из состояния, из движения американского индекса S&P, можно понять, что происходит в экономике и что в ближайшее время нам ожидать. Будет ли восстановление рынков и будет ли дальнейший рост, или же мы придем к тому, что сейчас начнется массированная корректировка и снижение рынков. Давайте посмотрим новейшую историю с самого начала, как все это протекало. Ну вот кризис, который эталон, в общем-то, всем кризисам, классика жанра, это то, что было в 29-32 году. То есть сначала как бы был надут пузырь на рынке товаров и услуг, этот пузырь лопнул, дальше пошло движение фондовых индексов ниже, чем было плата, исходя из которого формировался вот этот рост. Когда было достигнуто минимальное значение ниже вот этого основания, пошел отскок. Дальше была Вторая мировая война, был создан эффект так называемой низкой базы, когда все было разрушено. И исходя из низкой базы, когда все было разрушено, пошел такой взрывной рост, который мы наблюдали на протяжении десятилетий. То есть, несмотря там на все минусы, на кровь и так далее войны, она создала эффект базы, а эффект низкой базы. Эффект низкой базы является огромным стимулом для развития и роста в дальнейшем, что мы и наблюдали по факту окончания Второй мировой войны. Но перед тем, как начать расти, и произошел системный кризис в 29-32 году, индексы сходили ниже того уровня набора позиций, так называемого, исходя из которого формировался рост. То есть, для того, чтобы начать фазу цикла нового роста, необходимо, что называется, пробить дно, и уже оттуда начинается дальнейший заход и рост. Если мы посмотрим дальнейшее развитие событий на протяжении десятилетий, то всегда увидим, когда происходил системный кризис, всегда как бы вот этот вот обвал, но он касался, а то и уходил ниже предыдущего минимального значения. Это связано с потрясениями, которые происходят в экономике. Далее, если мы возьмем кризис 1987 года, но здесь, в общем-то, это, скажем так, кризис был из-за локального перегрева. То есть вот здесь произошел очень бурный рост, начиная с 1986 года, с начала. И вот этот вот очень бурный рост, он просто скорректировался и все. То есть называть это полноценным там кризисом, сотрясающим основы, ну, мне кажется, это слишком преувеличено. То есть, да, кризис был, но он был небольшой, он был локальный. Это было в части вот этого процесса компьютеризации, который с конца 70-х годов протекало до 1994 года. Соответственно, здесь смена парадигмы была, смена всех экономических, социальных отношений, компьютеры входили в жизнь, все менялось, и локальный перегрев, и просто корректировка. Вот, конечно, здесь не было возврата до основания там 70-х, 80-х годов, потому что это был локальный корректирующий процесс. Далее началась эпоха интернета и пошел рост, обусловленный развитием интернет-технологий. За счет этого создались новые экономические отношения, новые социальные отношения, произошли изменения в структуре экономики, и из-за этого возник, собственно говоря, вот этот пузырь, так называемый доткомов. Этот пузырь лопнул, потому что слишком высока была перекупленность, переоцененность активов. В какой-то момент инвесторы и большинство людей осознали, что столько это не стоит. Дальше по цепочке раскрутился маховик продаж, пошло корректирующее движение. И здесь действительно не было возврата вот к началу движения, которое пошло где-то с середины 90-х годов. Почему это произошло? На мой взгляд, здесь можно указать несколько причин. Там одна причина, которую часто объясняют, что там, начиная с какого-то момента, там, с 90-х годов, с нулевых годов, пошла активная работа денежного станка. И именно за счет того, что все время шло раздутие, поэтому не было таких глобальных проседаний, которые бы возвращали в ту базу, откуда инициировался рост. Я думаю, здесь немножко по-другому это с моей точки зрения объясняется. Дело в том, что любой пузырь
когда начинает расти, там, будь то тюльпановый пузырь, будь то там доткомов, будь то недвижимости, он всегда связан с тем, что, во-первых, идет экономический подъем, во-вторых, есть, скажем так, какой-то продукт, услуга или технология, которая обладает повышенным спросом, и туда формируется очень сильный приток капитала. И когда этот процесс происходит неуправляемо, в какой-то момент происходит переизбыток, перенакопление и начинается распродажа. По факту формирования распродаж, если это то, что произошло, это было новым витком развития, то есть оно действительно внесло какую-то существенную коррективу в экономику, в развитие и так далее, то в этой ситуации, с моей точки зрения, не происходит вот этого отката до той базы, которая была ранее сформирована. В этом плане вполне показателен кризис 29-32 года, когда там откат был даже значительно ниже, чем вот та консолидация, исходя из которой происходил весь этот рост и накачка пузыря. Потому что тогда все было снесено. То есть рост, который происходил, это был рост потребления, и поэтому он привел к тому, что когда началась корректировка, все это сдуло и убило ниже тех значений, когда индекс был на момент начала роста. Поэтому вот когда надули так называемый пузырь доткомов, здесь вот этого обвала обрушения до значений, которые предшествовали его надуванию, не произошло. То есть, потому что вот здесь действительно реальные изменения, они произошли. То есть те технологии, которые создал интернет, они привели к смене технологического и экономического уклада, и они остались незыблемы. Они остались незыблемы, и, соответственно, поэтому мы не вернулись в ту точку, которая предшествовала надуванию пузыря. Далее, что у нас происходило? По факту завершения сдувания пузыря доткомов начали надувать новый пузырь. Этот новый пузырь был связан с работой, с так называемой работой печатного станка денежного американского. Ну, как это утрированно, грубо называть. На самом деле там, конечно, механизмы, они гораздо сложнее. Вот. Но здесь, по сути, что произошло? Произошел рост благосостояния и начали инвестировать в недвижимость американцы. Начали строить, начали продавать, кому попало уже в конце. То есть тем людям, которые заведомо, ну они, скажем так, или не могли, или не хотели в дальнейшем выплачивать ипотеку. Но они в это вступали, исходя из того, что им там, допустим, денег предлагали, или они ждали, что вот продолжится взрывной рост цен на недвижимость, и они ее через год, 2, 3, 10 продадут с очень хорошим наваром и закроют этот долг. И вот такая ситуация, она породила, по сути, кризис перепроизводства недвижимости. И перепроизводство недвижимости привело к тому, что этот пузырь лопнул. Пузырь был сформирован в том числе и за счет деривативов, когда там начинали паковать ипотечные кредиты в различные там портфели суд, на них деривативы выпускали, страховки и так далее. Итог того, что этот пузырь лопнул, был возврат вот к этому донышку, откуда происходил этот рост. О чем это говорит? Это говорит о том, что по сути вот этот рост, это действительно было раздутие чего-то того, что особо не нужно. То есть, ну как бы недвижимость, та, которую построили, вот эти там картонные дощатые домики в Америке, они по сути кардинального сдвига в экономике, в социально-экономических отношениях не произвели. То есть да, как бы товар на рынок выплеснули, но качественно новому рывку это не привело. И, собственно говоря, вот такой провал, который пробил дно доткомовское, вот это, говорит о том, что здесь никаких кардинальных изменений не произошло. Просто, что называется, шарик надули, он лопнул. И когда он лопнул, уже пошел новый рост. Чем обусловлен этот рост? Ну, принято считать, что вот здесь начали печатать деньги, когда выходили из кризиса, и поэтому мы росли. Отчасти это так. Действительно, как бы решение вот этого кризиса, проблемы происходило за счет того, что американское государство расширяло финансирование и предоставляло различные кредиты, различные, скажем так, иное финансирование, которое позволяло, во-первых, избавляться от последствий кризиса, во-вторых,
проводить дальнейшее развитие экономики и рост фондового рынка. Но надо понимать, что вот с этого момента тоже началась новая эра. Если до этого, там, с 94 года условно, была эра интернета, которая, собственно говоря, и недвижимость начала двигать, и другие commodities и рынки, потому что упростился обмен информацией и заключение сделок. То есть волей-неволей то, что вот здесь произошло развитие интернет-технологий, оно сподвигло все остальные рынки, потому что информация начала обмениваться с очень огромной скоростью. Далее, здесь, по сути, началась новая эпоха. Эпоха айфонов, андроид-фонов и так далее. То есть это еще один рывок в изменении экономических и социально-экономических взаимоотношений. То есть все перекочевало не просто в онлайн, а вот в эту маленькую штучку, которая в руке, которую человек крутит, может читать новости, может там работать, что-то делать, может там книжки писать, надиктовывать, может смотреть фильмы, там какие-то обучающие программы и так далее. То есть вот на самом деле этот рост, он во многом был связан с тем, что действительно произошли качественные изменения в экономике. Остается следующий вопрос. Как бы здесь очевидно, что то состояние экономики текущее, которое есть, в ней очень много перекосов, очень много перепроизводств, нестыковок, раздут нефтяной там, и деривативный пузырь так называемый. Долг американский за счет, вот, скажем так, такой политики они создали навес очень большой долга. И возникает вопрос, вот здесь, вот то, что мы пришли, и то, что было в марте, вот этот провал, это все-таки все? То есть пар выпустили и растем дальше? Или это не все? Я думаю, это не все. И еще будет одно снижение. Может быть даже не одно. Почему? Потому что по сути вот это снижение, которое у нас было, но если мы поставим свечи, здесь картинка станет немножко другой, она станет такой. Что можно вот исходя из этого сказать? То, что по сути здесь нормального корректировочного движения его еще и не было. Я не говорю про возврат вот сюда, вот к минимуму 2008 года, хотя такое тоже может быть, потому что слишком много нестыковок и перекосов. Но мы даже не сходили сюда, мы не сходили даже на 2000, на те уровни, откуда, собственно говоря, была вот эта вот накачка за счет байбеков американских крупных компаний. Вот когда мы сходим сюда, в зависимости от того, как мы сходим сюда, можно будет говорить, произойдет ли дальнейшее пробитие и отработка дна, которое было в 2008-2009 году, или не произойдет. Но пока не было движения сюда, я думаю, говорить о том, что сейчас будет рост, весьма преждевременно. Потому что любой кризис – это есть изменение парадигмы развития. Для изменения парадигмы развития нужно обнуление, которое заключается не в списывании сроков, а в реальном обрушении действующей экономической системы и системы взаимоотношений. Мы такого пока не видели. То, что произошло на рынках, ну, не знаю, с моей точки зрения, это пока небольшая репетиция, потому что даже не было корректирующего движения к вот этому платову, к вот этой консолидации, откуда произошел новый рост. Ну вот завершился месяц апрель, и у нас апрель месяц завершился такой вот свечой роста. То есть по сути это разворотная формация слабой силы. Ну потому что с одной стороны как бы здесь нету, ну, скажем так, есть свеча, которая указывает на то, что должно пойти движение наверх, но в то же время вот эта разворотная модель, она не очень сильная. То есть она говорит о том, что здесь еще возможны варианты. Это первый момент. Второй момент, с моей точки зрения, заключается в том, что если немножко присмотреться, вам ничего это не напоминает расширяющаяся формация на вершине роста. То есть это как бы типичная модель, которая говорит о том, что в ближайшее время, скорее всего, наступит очень сильное корректирующее движение вниз. Если предположить, что это движение разовьется вот сейчас, в ближайший месяц-два, то, соответственно, цель движения здесь как раз будет где-то в районе 1400.
вот исходя из той формации, которая здесь нарисована. Ну или резюмируя месячный график, вот та формация свечная, которая нарисовалась, с одной стороны она говорит о том, что возможно будет положительное движение или консолидация в ближайшее время. С другой стороны, вот эта формация свечная, она не указывает на то, что здесь прямо ракетный разворот произошел и в ближайшее время будет взрывной рост, движение вверх и так далее. На мой взгляд, вообще как бы здесь говорить о том, что будет рост более 3100, ну, маловероятен такой рост. Скорее всего, даже если какой-то задерг еще и пойдет, ему, исходя из месячного таймфрейма, ограничение будет в районе 3100. И в любой момент, исходя вот из этой расширяющейся формации, мы можем получить обвал. И первая цель движения будет 2000. И потом конечная цель, ну или промежуточная цель будет 1400. Я говорил, что мы вернемся в начале мая к рассмотрению этого вопроса относительно наличия отсутствия кризиса. Я могу сказать так, что та свечная формация, которая нарисовалась, она не говорит о том, что имеет место быть большая вероятность, что мы этот кризис проскочили и не будет следующего одного или второго дна. То есть вот эта свечная формация, которая здесь возникла, она говорит о том, что ситуация, она, ну скажем так, она в ближайшее время разрешится либо проторговкой в этом диапазоне и потом обвалом, или в течение там ближайшего времени мы пойдем как минимум месяц-два отрабатывать, ну как минимум 2000, а может быть и 1400. Вот такое мое видение по этому вопросу. Ну, давайте еще посмотрим недельный таймфрейм. Если мы опираемся на недельный таймфрейм, то здесь картина следующая. Вот то, что произошел, вот это вот отскок от лоев, сейчас по сути нарисовались разворотные формации. И вот эти разворотные формации, которые возникли в конце апреля, они говорят либо о том, что мы, скорее всего, будем торговаться в диапазоне 3000-2800, вот здесь вот консолидироваться. И по факту такой торговли возможно какое-то разрешение, короткий задерг на 300 и потом возврат в этот диапазон. Или же вот то, что здесь сформировались разворотные формации, вот эти две, это приведет к тому, что начнется движение вниз. Первая цель движения будет 2500-2520. И по факту пробития данной цели, если здесь не произойдет задержание, проторговка, набор позиций, то мы увидим тестирование вот этого лоя 2184 и дальше движение на отработку целей, которые на 2000-1400 находятся. Вот текущая недельная формация, она указывает на то, что рынок замер в неопределенности. И, скорее всего, эта неопределенность, она разрешится либо движением вниз, либо коротким задергом, например, на 300 и последующим движением вниз. Но, по крайней мере, вот то, как это движение произошло, я не вижу здесь энергии, которая вытянет на исторический хаи и поведет в дальнейший рост. Так, давайте еще дневочку посмотрим. Друзья, ну дневка здесь, как минимум, первая цель движения это 2790, вот сюда вот. Далее тестирование на пробой 2720-2700. И по факту его пробоя, соответственно, здесь уже движение на 2490 и 2240. Возможно ли позитивное движение, рост? Да, здесь есть определенная цель. Первая цель находится на 3070. И есть даже цель, которая находится на 3370 по дневному таймфрейму. Вот. Но я думаю, такое движение на 3370, оно вероятно. Задерг в диапазон 3070-3100 вполне может быть. Мы это с вами видели и по месячному таймфрейму цель. То есть, сейчас как бы вот исходя из дневного таймфрейма, ситуация складывается следующая. Либо пойдет дальнейшее движение вниз, соответственно, первая цель этого движения будет вот сюда вот, потом после пробития 2700 пойдет движение на 2480 и потом 2200 и 2000. Или же в рамках вот этого канала растущего пойдет отработка цели 3070-3100,
и потом отсюда уже будет разворотная формация и движение вниз. Вот из анализа графика S&P на текущий момент, месячного, недельного, дневного, я вижу то, что вероятность движения вверх, она очень невелика. И если даже она и будет, скорее всего, это задерг в диапазон 3070-3100 и потом последующий откат и проседание. Вот смотрите, далее. Бытует такая точка зрения, что лучше этот кризис пересидеть в акциях. Потому что акции, они так или иначе все равно сейчас как-то там просели, будет еще одно дно, и потом, ну как бы если вы неопытный инвестор, спекулянт, вы там пересидите это дно, и все равно акции вырастут в разы. Вот я хотел бы предостеречь от подобных действий. Почему? Во-первых, когда будет второе дно, то вполне вероятно, что ряд компаний обанкротятся и перестанут существовать. И таким образом ваши акции, они обнулятся. Это если мы говорим про американский рынок. Конечно, есть, допустим, компании, но вероятность того, что они обнулятся или что они вообще как бы сгорят, она крайне мала. Это тот же Alphabet, Google, это тот же Apple. Ну, условно можно отнести к таким Windows. И так же, как Alphabet и Apple, такая же компания это Amazon. То есть это компании, которые формируют новую экономику. Windows, я думаю, она будет постепенно с арены сходить, и потом как бы она канет в лето. Так. То, что касается покупки акций на долгосрок уже сейчас по российскому рынку. То есть я вот смотрел, есть масса предположений о том, что лучше этот кризис пересидеть в российских акциях, потому что российский рынок, он сам по себе недорогой, плюс у него огромные перспективы роста, турум-бурум. Но люди, которые они, скажем так, генерят подобные утверждения, они ссылаются на опыт предыдущих кризисов 1998 года, 2008 года, 2014 года. Но на самом деле я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда возникает критическая ситуация, все государства, особенно российское государство, оно имеет склонность решать вопросы за счет граждан. Вы помните, что было в 90-е годы, когда нефть была дешевой, как обесценили вклады, как потом с ваучерами были движения и так далее. То есть, с моей точки зрения, если вы сейчас купите российские акции, они, конечно, есть вероятность того, что через 5-10 лет они вырастут. Но если наступят непростые времена, может оказаться так, что они национализированы. Такой риск тоже, я думаю, имеет смысл рассматривать. Вот. И поэтому, если, скажем так, начинается такой глобальный кризис, то целесообразно все-таки какую-то часть средств держать, даже, наверное, больше, в каких-то ликвидных и устойчивых активах. Но в данном случае это валюта, евро, доллар, даже доллар, я бы сказал, на первом месте евро, может быть какая-то доля в биткоинах, может быть какая-то доля в золоте. То есть российские акции, я думаю, это очень рискованный инструмент для инвестирования, даже на долгий срок. Потому что сейчас, в случае наступления так называемых тяжелых времен и непростых, ну скажем так, могут возникнуть определенные заманчивые предложения от государства, от которых нельзя будет отказаться. И результатом таких предложений станет то, что вы эти акции просто лишитесь их. Вот. Хотя, опять же, то есть на какой-то процент, наверное, российские акции можно приобрести и держать. Но надо понимать, что это будет достаточно рисковое вложение с моей точки зрения. Далее, то, что касается вопроса, когда лучше покупать акции в долгий срок. Ну, смотрите, я думаю, все-таки мы еще даже первого дна толком не увидели. То, что было, это всего лишь небольшая репетиция. Я думаю, вот когда будет хотя бы первое дно, тогда, наверное, имеет смысл покупать акции в долгосрок. Пока я думаю, что это даже не первое дно, это так, просто было легкое треньканье и прощупывание почвы. Вот первое дно будет, когда будет 2000 по S&P-1400. Вот это будет первое дно. С моей точки зрения, первого дна пока еще не было. Это, ну, как бы просто пшик легкий был.
Любой кризис возникает, когда есть нестыковка в экономике, когда есть кризис перепроизводства. Сейчас накопилась масса несоответствий в мировой экономике, и эти несоответствия, с моей точки зрения, до сих пор не устранены. И поэтому речь об устойчивом росте, о том, что вот это было дно, и мы сейчас начнем расти, я думаю, вероятность этого очень невелика. То есть сейчас максимум, что будет с моей точки зрения, это какой-то отскок, либо прямо отсюда движение вниз. Касательно того, что мы всегда как бы таким образом росли, то есть падали и потом начинали расти, кризисы заканчивались, когда было дно, все боялись и надо было покупать акции, я думаю, вот такого состояния пока еще нету. Потому что этот кризис, он гораздо серьезнее, чем те кризисы, которые были в 2008, 2000 году и 1998. И поэтому здесь вот это движение вниз, я думаю, оно себя еще не исчерпало. И, собственно говоря, если мы посмотрим на месячный и недельный таймфрейм свечной, то здесь как бы нету никаких устойчивых сигналов на то, что сейчас отсюда пойдет рост. То есть наоборот, те свечные формации, которые мы здесь имеем, они говорят, что в лучшем случае здесь будет проторговка, и все-таки высока вероятность того, что движение вниз, оно так или иначе продолжится. Поэтому я думаю, что кризис на подходе, акции пока, с моей точки зрения, достаточно дороги. Российские акции, помимо всего прочего, с учетом рисков, которые мы помним из 90-х годов, они еще очень рискованы, так же, как и российские ОФЗ и вклады в российских банках. То есть их могут там либо в какие-то супер выгодные, непонятно, правда, для кого, облигации конвертировать или еще там какие-то механизмы. И поэтому, я думаю, здесь надо быть готовым к тому, чтобы все оперативно вывести, перевести в доллары, биткоин и золото. И все это дело, держа под подушкой, пережидать лучшие времена. Ну, либо счет в надежном швейцарском банке. Это тоже очень хороший вариант. И даже, наверное, он лучше хранения где-то под подушкой и так далее всех средств. Но опять же, здесь, если будет понятно, что наступает второе дно, вот когда наступит второе дно, то, возможно, и будет иметь смысл покупать российские акции в долгосрок, но опять же, как бы не на весь портфель, может быть, там, допустим, на 30-40% от капитала, ну, на 50%. И то, как бы, я думаю, что это, во-первых, будет достаточно рискованно, раз. Во-вторых, непонятно, то есть, что вообще будет с предприятиями в России. То есть, не будут ли они, по крайней мере, крупные компании, в большей степени приватизированы, чем сейчас это есть. Вот. И поэтому я считаю, что сейчас ситуация такая, что риск основной это в том, что мы кризиса пока еще не увидели. Все, друзья, спасибо за внимание.